Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Таро Немо. Таро расклад. На пороге каких событий вы стоите? А я бы сказала, на пороге каких судьбоносных событий вы стоите прямо сейчас? Что спешит вашу жизнь? Возможно, и кто? Что в целом нам хотят о вас и для вас рассказать карты? Что вам, может быть, нужно учесть, просчитать, рассмотреть какой-то альтернативный вариант? Давайте с вами узнаем. И вначале, кто же вы? Что в вашей жизни происходит прямо сейчас? Достанем несколько карт, это как сигнификация, чтобы вы могли определить, насколько наш расклад подходит лично вам. И по тому, что нам покажут карты, насколько это соответствует нынешнему дню, периоду жизни. И оттолкнемся от этого, чтобы предположить, с чем будут связаны события, по сути дела, будущего ближайшего. Вот смотрите, вот это день сегодняшний, а это день завтрашний. Причем это не просто день завтрашний. Мои дорогие, кто смотрит мои видео на других моих каналах, часто слышит, что звезда – это лет на 10-20. Вот вы сейчас определяетесь или стабилизируете ваше положение. И я допускаю, конечно, мы находимся абсолютно в разных плоскостях. Или каждый из нас имеет свой достаток, свой элемент благополучия или свое представление об этом. Но оттолкнемся от того, что есть сейчас. И по королеве Пентакли, по сути дела, это у нас и есть все то, что мы понимаем под словом стабильность, под словом надежность. Конечно, это могут быть и вопросы работы. Пентакли, стало быть, и деньги, куда без них, правда? Деньги – это у нас один из способов взаимодействия с миром. И кто-то, наоборот, себе сейчас может позволить, какой-то релакс, может быть и так. А кто-то преодолевает сложные перипетии, пытается, наоборот, вылезти из какой-то бреши финансовой, правда? Но вот деньги, безусловно, когда мы даже какую-то минусовую ситуацию, наверное, пытаемся в нейтральное положение как минимум перевести, чтобы потом была возможность как раз ближе к Новому году свободно вздохнуть. Но это не совсем короткий период, потому что королева Пентакли надеется сама на себя. Нам сразу говорят о человеке, который не очень-то склонен верить тому, что обещают, или жизнь уже научила, так тоже бывает. Но и, видимо, этот период, он, знаете, как закладка фундамента лет на 10. Это не совсем на ближайшее время. Или карты нам хотят сказать, что от того, как ты буквально, может быть, с некоторыми вопросами разберешься в декабре, или то, что ты решишь. Вот будьте внимательны к своим решениям, к своим мыслям. Потому что мысль – это то, что мы отправляем в пространство, а потом мы получим, в каком-то эквиваленте. Поэтому нужно думать, пытаться, по крайней мере, в каком-то более позитивном ключе. Если мы сегодня не видим, как нам действовать, допустим, да, мы пока еще не знаем, как наши действия будут продолжены, понятно, на долгий период времени. Тут у нас жизнь такая, что не знаю, что завтра будет. Вот кто-то об этом думает. А вот вы знаете, тогда формируйте правильные, как мысли, образы. Это имеет значение. Потому что если мы чего-то боимся, например, и я имею в виду не панический, конечно, ужас, а вот то внутреннее состояние психики нашей, когда мы прошли какую-то сложную дистанцию, и мы постоянно говорим себе, а вдруг не получится, а вдруг повторится, а вдруг еще раз что-то такое. Выводы какие-то нужно сделать, потому что королева Пентакли, она делает выводы и идет дальше. Но это, знаете, это его величество опыт. Поэтому опыт мы не можем выбросить, он нам очень будет помогать в течение 10, а то и более лет. Но будьте готовы к тому, что это правда. Декабрь для кого-то из вас может стать судьбоносным месяцем. Много сказала, но меньше не получается по этим картам. Причем обе карты очень добрые. А может быть, буквально кто-то смотрит меня сейчас как королева Пентаклей, да, это если мы переложим на гороскоп, это стихия Земли и знаки, Телец, Дева, Козерог, или имеющий асцендент. А для кого-то это будет человек,
который рожден под одним из этих знаков или имеющий асцендент. Кстати, не всегда люди знают асцендент, но по королеве Пентакли это люди надежные. Ладно, кто вы? Тем не менее, продолжим. Человек, который легкий на подъем, человек, который легок в общении, мои дорогие, вот. Поэтому вы уже можете определить, если вам сложновато где-то общаться, ну тогда следует прислушаться к остальным картам, насколько это подходит расклад к вам. Потому что по рыцарю чаш это, знаете, и вдохновение. Это где-то те люди, которым несложно заговорить с незнакомым человеком, когда, ну, для этого есть предпосылка. Иногда кто-то промолчит. И я причем не имею в виду какие-то советы, которые мы начинаем не впопад давать. Нет, отнюдь. Тут это добрая, положительная энергия. Это тот, который способен, может быть, на время даже, да, незнакомого человека, ребенка утешить, оказать вот эту эмпатию. Эмпатия идет по этой карте, когда готов поддержать кого-то. Карта, в принципе, человека любящего, тот, который пропускает через собственные эмоции все то, что происходит вокруг. Не всегда это хорошо для самого человека. И, может быть, на сегодняшний день эта карта может свидетельствовать, она ведь не говорит о каком-то очень далеком продолжении. Она больше нас приглашает даже вдохновиться моментом. Может быть, кто-то из вас вот так рационально теперь смотрит на то, что происходит в вашей жизни и думает, нет, мне вот сейчас нужно для самой себя или самого себя организовать хоть временную передышку. Кто вы? Ну вот она и передышка, да, девятка жезлов. Вот как будто мы можем находиться за тем забором. Но по сути-то дела, девятка жезлов говорит, ты уже сделала или сделал все, что могла или мог. Потому что уже как будто в прошлом все изведано, все испытано, очень много пережито. И вот этот может быть и груз где-то, забот, может быть и груз ответственности. Он уже, как знаете, превысил определенную планку. У нас девушка показана, вот я специально карту подношу поближе. Она выглядит уставшей. И, в принципе, ведь не хочется даже, да, оглядываться, это понятно. Там хоть и за ее спиной и чистое поле, но неизвестно, сколько же она километров прошла, правда? Прежде чем подойти вот к этому забору. И пусть забор аллегорический, пусть он неказистый, это, знаете, как олицетворение сложных периодов нашей жизни, которые есть. Но вот сейчас словно вот один взмах ноги, и нужно перешагивать уже. Но за этим забором у каждого тут свое, и это уже как какая-то пройденная траектория, куда мы точно не хотим возвращаться. По этой карте мы понимаем, что вот того, что было, мы не хотим повторения. Но настроение ваше сейчас, оно все-таки больше работает на позитив, хочется сказать. Или вы ищете этот позитив, возможно, смотрите Таро расклады, больше пытаетесь прочувствовать себя и найти ту еле уловимую составляющую, может быть, как, знаете, как в воздухе, или услышать, как растет трава, или какую-то подсказку высших сил для того, чтобы понять, что вот с этого момента моя жизнь все-таки меняется к лучшему. По этой карте вы накопили достаточное количество сил, об этом тоже говорит карта, и настало время идти вперед. Вот самое главное, наверное, да, как олицетворение вас или сигнификация. Это тот человек, возможно, который долгое время жил в вынужденных условиях. Или он постоянно был вынужден что-то учитывать. Или находиться на замкнутой территории. Чего-то вы не могли в силу некоторых обстоятельств совершить, куда-то отправиться, поехать, общаться. Или, ну, некоторая закрытость она была. Может быть, от многозадачности. Опять же, от ваших каких-то обязательств, может быть и так. Причем у кого-то и по личной жизни, а у кого-то и по работе. Но вот теперь вы сами чувствуете, что ведь и правда, как будто в пространстве вот-вот что-то будет меняться. Кто вы? Но вы тот человек, который не побоится пойти в одиночку и налегке. Это точно. Но как будто не достает правды.
Вот сейчас еще какой-то пазл у вас не сходится. И, возможно, не только расклады смотрите, а кто-то занят, ну, как самообразованием. Или когда вы себя словно собираете по крупицам заново, вот перед этим ответственным шагом. И у кого-то это будет, ну, знаете, как изучение стоицизма, например, да, или увлечение психологией. Когда вы понимаете, есть одна объективная правда. Да, и может быть, эта правда какое-то время мы не хотели этого видеть. Или мы ее видели как-то иначе. Ведь по этой карте мы ищем истину, и мы ее находим. Может быть, вы где-то даже готовитесь внутренне к тому, что я бы сейчас вот так с низкого старта как взяла бы и куда-то отправилась. Буквально мотоцикл уже готов. И как будто вот орел парит. Это как спутник в этой карте, который может издали предвидеть на энное количество шагов, да, или какое-то расстояние вперед, чтобы дорога была ясна. Ну, тут можно и аллегорически говорить. Но для кого-то из вас еще и такой есть момент, когда вы, может быть, ожидаете, да, все-таки подписание какой-то бумаги, документа, сообщения от конкретного человека. Вы ждете. Тогда по рыцарю мечей я могу сказать, вот в отношении вас, если вот все то, что я сказала, это будет проигрываться, ну, с большим плюсом где-то, это решимость. Но карта может точно так же говорить, что вы ждете вести какой-то или весточки, или письма, сообщения, или, может быть, и какого-то решения окончательного от того человека, который достаточно быстро меняет свое мнение, с которым сложно общаться, сложно разговаривать. Или у кого-то из вас вот такие люди сложные, да, ненадежные, может быть, где-то. Вот этот элемент тоже. Они у вас уже были в вашей жизни. В результате отшельник вы предпочитаете сейчас идти один или одна. Можете сразу же делать где-то выводы по этим 4 картам. Вы сейчас действительно ведь одиночество проходит. Точно так же и даже в первую очередь проходят люди-одиночки. И это все то, что я говорила, к вам будет относиться. Плюс, может быть, это вы сейчас чувствуете, что нам нужна, необходима какая-то перезагрузка, поэтому и рыцарь чаш. Уже явно какую-то дорогу вы протоптали, прошли. И если здесь у нас карта, мы как будто до забора дошли, а тут нам рыцарь мечей, это уже тот, который не просто не побоялся перейти, а может быть он тоже где-то долго стоял и ждал за вот этим ограждением, за каким-то барьером. А потом как будто, вот знаете, в один момент перепрыгнул и устремился вперед. Причем он один. Здесь нет попутчиков. Вот у вас какое-то дело. Может быть, так характеризуют карты, что вы что-то задумали. И вместе с тем рационально понимаете, надеяться не на кого. Может быть, и вы чувствуете где-то одиночество. Может быть, для кого-то из вас вопросы, связанные даже с поездкой-переездом. Хотя отшельник – это жизненный путь. Но я должна сказать, что вы сейчас чувствуете по этой карте. Вам сейчас никто не мешает. Может быть, еще все-таки вторая карта девятка жезлов, да, девушка, мы говорим, стоит. Может быть, и еще есть какие-то обязательства. Но вы где-то просчитываете варианты, готовитесь к тому, чтобы и буквально поспешить куда-то налегке. У вас есть план, может быть, да, или есть какая-то программа, чтобы вот уже окончательно какие-то истории с прошлого словно закончить. Закрыть, мы говорим, в прошлое дверь. И пусть каким-то путем придется пройти в одиночку, но вы уже как будто к этому готовы. Знаете, тут даже, я бы сказала, тут есть люди те, которые не боятся рисковать. Ну, риск должен быть продуманным, да, вот где-то я об этом говорила так вскользь. Потому что мы, ведь иногда эта карта как бунтарь без причины. Поэтому тут не про бунты идут, какие-то, да, даже пусть это я имею в виду внутреннее наше состояние, когда мы взбунтовались против чего-либо или кого-либо, да. Хотя того, у кого может быть такая ситуация, когда вы ушли и хлопнув дверью. Вот, кстати, ведь тоже такое может быть. А у кого-то ссора, ссора дома. И вроде бы
хоть вы и живете вместе, да, есть родственники или близкий человек, муж, супруга там, да, ну, неважно. Но, видимо, нет взаимопонимания. Это как одиночество вдвоем. Человек сам по себе, вы сами по себе. То есть в итоге-то мы понимаем, что наступает время делать важные выводы. Вот, наверное, судьбоносные перемены-то они точно будут. И у кого-то эти действительно, у кого-то все вместе могло, кстати, и вопросы жилья, и вопросы денег, место пребывания. Вот буквально в какой-то конкретный, может быть, не длительный, не на долгое время момент, а в короткое время, да, кто будет меня окружать, где я буду находиться, потому что по Луне это все проигрывается. Вот какое-то промежуточное, среднее арифметическое состояние, прежде чем вы еще какой-то выбор сделаете. И кто-то этот выбор уже может чувствовать сейчас. Это, знаете, как не ровное шоссе, а это какая-то ступенчатая дорога. И почему? А потому что тут, знаете, ситуация по Луне, когда много неясного все же и в личной жизни, возможно, много неясного еще пока и в финансах, и где-то с жильем связано. Сложная какая-то ситуация у вас, мои дорогие, вот так и хочется сказать. Ну, наверное, вот эта первая карта, все то, что я говорила о человеке, который сам человек, ну, способен как раз делиться своей эмпатией. И, может быть, невзирая на то, что вам архисложно, тем не менее вы откликаетесь на беды окружающих, на боль окружающих. И, может быть, вам от этого вдвойне, втройне тяжелее, потому что чужую боль вы воспринимаете как свою собственную. Вы устали от боли и ищете место безопасности. Явно непростой какой-то у нас будет. И вот она звезда. Карты всегда живут своей жизнью. Это то, что нам переворачивалось. И вы словно выйти из небытия. Словно из той дороги, которую получится или нет, да, это вы можете сейчас продумывать на долгий период времени. Мне как не просто начать, да, а чтобы сил хватило пройти какой-то жизненный путь. И найти это место безопасности, может быть, и так. А для кого-то из вас получится ли у меня найти надежного человека? 2 старших аркана, 3 даже, да? Отшельник все-таки это тот, который идет один, сам, потому что это он только видит этот план. Может быть, вы, кстати, храните молчание, никому не рассказываете, что вы собираетесь делать. А по аркану Луна вы человек, который обладает даром предвидения. Тот, который может чувствовать. Чувствовать, ну вот, может быть, мы говорили с вами, да, о том, что нужно позитивно где-то мыслить, чтобы в пространство отправлять правильные какие-то мысли-образы. Но, скорее всего, это вы так и делаете. У вас как будто других вариантов нет в жизни. Человек-оптимист, который прожил достаточно непростую жизнь. И теперь, может быть, вот неважно, сколько вам лет, вы смотрите этот расклад и думаете, да, боже мой, какие лет 10-20. Мне и сейчас уже там за 70, я знаю, что есть такие, мне пишут. Ну и что? Это ничего не значит. Может быть, даже если эти мысли присутствуют в вашем сознании, вы просто, конечно, вы рассчитываете, а смогу ли я вообще физически даже, да, какой-то путь пройти. Но, наверное, Бог нам ничего не дает из того, что мы не можем преодолеть. Но и если где-то все то, что я говорила по картам, несмотря на ваш возраст, это с вами совпадает где-то, да, с вашим внутренним ощущением, то тогда приготовьтесь на какой-то далекий период времени. Да, во-первых, вы в выигрышной позиции для тех, кто уже в более зрелом возрасте, потому что у вас есть опыт. А по Луне он нам очень даже пригодится. Это, что если мы говорим интуиция, ведь интуиция – это тандем какого-то высшего, да, разума, или мы говорим интеллекта и пережитого опыта. А вот тогда мы не оплошаем. Тогда у нас нет розовых очков. У нас не получается или не получается у кого-то нам пообещать того, что никогда не будет. Тут наш опыт останавливает нас. Поэтому и для вас, поэтому
Возражения по возрасту я не принимаю, а для тех, кто помоложе, у вас может быть очень сложный период в жизни, мои дорогие, потому что для кого-то из вас тут как рухнуло все. И осталась я так вот с одним жезлом, да, который... Жезл– это прообраз, знаете, ваших последующих действий и где-то вашей опоры, которую вы ищете в самой себе. Другой опоры нет. Тут нам это, знаете, ни двора не показали ни дома, не показали какой-то обстановки. Вот как поле, а у кого-то выжженная степь. Меня смотрят люди из разных стран. Давайте пойдем с вами дальше. Если это где-то совпадает с вами, и карты первого ряда по сигнификации нам говорят, что да, тут приготовься лет на 10-20. Какие события идут на ваш порог, идут в вашу жизнь, какие судьбоносные события? Что станет с вашей эмпатией? Или вот то, что вы сейчас ощущаете, то, что вы сейчас чувствуете, или пытаетесь, да, вот силы как будто в себе самой найти, в самом. Ну, наверное, за ваш стоицизм, то точно по аркану справедливости карта кармы, когда если мы сделали что-то хорошо или хорошее, а мы как раз говорили, что тот человек, который э, способен помогать, даже когда самому тяжело, кому-то другим. Ну, что-то вы такое сделали или делаете, или ваша работа с этим связана. Может быть, это круг близких, может быть, это просто даже вы как волонтер. Ну, у каждого тут что-то свое. И вот эта справедливость, она восторжествует, потому что карма, если мы сделали что-то хорошо, пусть руками других людей, нам эти добрые дела обязательно вернутся. На пороге каких событий вы стоите? Ну вот смотрите, тут самое главное, мы можем думать где-то, да, вверху девятка жезлов, что правильнее дождаться, я где-то сказала, что вы можете ждать какого-то сообщения от человека, который, ну, быстро меняет свое мнение, или, в принципе, человек ненадежный. Причем вы можете это сами понимать. Но в силу привычку или в силу того, что выбор невелик у вас, вы все-таки продолжаете ждать. А тут возможности с другой стороны. Как будто вот то, что у вас было, нужно переоценить с позиции вот этих 3 пустых чаш. И я ведь не говорю, что это что-то такое, что, знаете, вот как будто мы должны разрушить это. Нет, но в этом не будет нового ничего. Вот то, что вот как эти 3 пустые чаши, то это те какие-то проблемы, разочарования, они не исчезнут сами по себе, если они были связаны с каким-то конкретным человеком или с каким-то событием. Значит, людей мы не изменим, а событие даже, да, если оно уже случилось в прошлом, произошло. Но тогда не нужно себя где-то искусственно удерживать, чтобы потерять время, мои дорогие, потому что по этой карте мы теряем время. А тут уже нам подают как будто чашу полную, но совершенно с другой стороны. Приготовьтесь к тому, что какое-то судьбоносное событие идет на ваш порог. Но это, пусть это будет у одного информация, у другого случайная новость, у третьего какое-то предложение. Может быть, вы уже что-то, какие-то шаги сделали, да? Значит, с какой-то альтернативной позиции к вам придут вот эти возможности. Причем придут эти возможности намного быстрее. Может быть, и вы, карта колесница говорит, мы с вами тоже тут проговорили, что у кого-то могут быть переезды. Переезды как и в промежуточные места, так и куда-то далеко, то есть по-разному. Может быть, в принципе, очень много каких-то перемещений. Вот скучать вам точно будет некогда. И вы знаете, мы ведь можем остаться вот в таком состоянии, как эта девушка, которая смотрит, она в никуда. Взгляд такой пространный. Художник очень хорошо прорисовал, а в это время возле ее ног идет какая-то возможность. Вы можете услышать новость, или будут какие-то обстоятельства дела, может быть, связанные с человеком, или с каким-то конкретным делом. Когда жизнь как убыстряется, вам нужно быстрее реагировать. Может быть, и правда куда-то поехать. Или вот эти переезды, перемещения, они тоже в каком-то ускоренном режиме будут проходить, мои дорогие. Поэтому будьте к этому готовы.
Иначе, если мы ждем или говорим себе, ну, я еще подожду, или я подожду, или я не хочу в эти сроки, я хочу в какие-то другие сроки, или чуть позже, я вот тут вот одно дело какое-то не успеваю, другое, мы можем это упустить возможность. Потому что, смотрите, как будто четверка чаш, она в середине, это те события, которые идут на ваш порог. Поэтому будьте внимательны. И вот это какая-то апатия, ведь по сути это карта апатии, когда вот это время и потеряно в никуда. Но карта находится между серьезных карт. Справедливость, как мы сказали, карма и карта колесница. И кому-то, может быть, быстро нужно будет себя организовать на то, что вам нужно оформить документы, какие-то документы подписать, может быть, выполнить ряд запросов, здесь у кого что, у кого как, или, может быть, на что-то решиться нужно будет, мои дорогие. И, может быть, это решение, оно будет касаться именно дороги, но в несколько другие сроки. Вообще, это карта успеха. Что еще идет на ваш порог? Будьте готовы к неожиданностям в принципе. И ведь это карта скорости, две карты скорости. Это старший аркан, а рыцарь жезлов, это, знаете, когда нам это нравится. Может быть, вот это где-то одиночество, вас как будто высшие силы пытаются вытянуть, да, из какого-то сольного варианта. И вот смотрите, какая солнечная добрая карта. Колесница еще такая, да, ну дорога нам темноватая показана, а тут как будто зарево. Мы спешим, а здесь нам это нравится. Вот девушка играет в барабан, и именно рыцарь жезлов в образе девушка и девушки. И очень символично, что здесь у нас как год лошади у нас. Следующий 2026, и пусть это у нас с февраля, там в феврале будет уже, да, переход. Но вот смотрите, может быть, карта нам их и хочет сказать для кого-то из вас. И я так, если мы даже значение Таро переложим на астрологические транзиты, то 4 февраля Уран в Тельце перейдет в прямое движение из обратного. И правда, тут что-то может ускориться. Может быть, для кого-то из вас. Да, если мы говорим с 4 февраля, буквально где-то 5, 6, 2 февраля. Может быть, вы планировали в марте что-то, да, в апреле или, ну, туда, где-то подальше. Да, а у вас будет где-то вот буквально сразу 4, 5, 6, может быть, или новость какая-то придет, или словно дела вот закрутятся, да, именно в скоростном режиме. И когда вам надо будет однозначный вывод какой-то или решение, и решимость проявлять, то у жезлов делит нашу жизнь на период до и после. Поэтому приготовьтесь, мои дорогие. Кто-то может и сейчас действительно готовить документы, что идет на ваш порог. И, может быть, вы уже готовите документы, но как-то идет затяжку, не быстро согласовывается, не быстро вами получается, или вы получаете именно какую-то бумагу. Тогда приготовьтесь, мои дорогие. Хотя мы с вами берем до конца года, до конца декабря. Но это я так сказала, да, может быть, это будет и тоже какая-то тема до конца декабря, какие события или то, чем вам придется заниматься. Но тут явно какое-то продолжение следует, как я так могу предположить. И у нас тут вообще 3 лошади, да, тройка говорили раньше, да, лошадей. Поэтому тут, скорее всего, где-то зимой даже просто будет. Ух ты, какой-то переломный момент для вас. Не все, видимо, в декабре, но если быть так реалистами, за период ретро-урана вряд ли тут будет что-то новое. Тут может быть хорошо забытое старое, то же самое, как и взаимоотношения, какие-то дела с теми людьми, с которыми мы прежде уже имели контакты, или которых мы уже, в принципе, знали. Или пусть это само дело, которое прежде мы когда-то начинали, ну, как инициировали начало, начинали что-то делать, ну, с чем-то взаимодействовать или с кем-то. И, может быть, это именно какой-то деловой спектр, тоже, опять же, по работе, по вашим планам, по, может быть, и документальные какие-то темы, вопросы. Может быть, у кого-то в суде, да, вот надо решить, как будто, чтобы у тебя вот эта колесница, она, ну, быстрее повезла, потому что ведь карта говорит, не оглядывайся назад, а вы как будто к своему счастью мчитесь. Поэтому приготовьтесь, что наш, наверное, расклад не совсем до конца декабря. Позже мы сделаем еще
расклад, и не один явно. Но, видимо, какая-то история, может быть, поэтому нам верхний ряд и говорит. Приготовься к тому, что тебе сейчас придется определяться. Для тебя декабрь будет не просто как месяц, когда ты себе что-то запланировала, например, да, и говоришь себе, что мне бы хотя бы сейчас как-то именно вдохновиться чем-то. Или дать себе паузу, отдых, или хоть какие-то позитивные мысли получить для того, чтобы внутреннюю вот эту перезагрузку, как будто вы в ней нуждаетесь. Вы сейчас, с учетом аркана Луна, очень нуждаетесь, чтобы выйти из одиночества вот в этой самой эмпатии. И вы-то ее готовы дарить, но тут у нас как будто, понимаете, нет таких людей, как вы сами. Тогда приготовьтесь, что вполне вероятно, начало 2026 года. Для многих из вас это действительно и еще какой-то судьбоносный момент, который будет касаться вашей личной жизни. Давайте спросим, кто идет на ваш порог? Давайте узнаем. Потому что все карты, посмотрите, как будто вы сами, все время сами. А здесь карта семьи, карта благополучия, решение вопросов по части, мои дорогие, с жильем, кстати. Как место и безопасности, и финансовый достаток тоже проходит. Ладно, так кто идет на ваш порог? Мир, мои дорогие, здорово. Но это в целом гармония, это то, в чем вы сейчас нуждаетесь. То, чего вам именно сейчас не хватает. Поверьте, тут как по справедливости вы это получите. Для кого-то из вас переезд очень далеко. Но кто идет? Для кого-то из вас это вы можете куда-то отправиться далеко. И вот как в мире, да, какая-то встреча или какие-то контакты, может быть, с тем человеком, который находится на расстоянии. Или для кого-то из вас семья, может быть, съезжается вместе. Я, конечно, допускаю, что и кто-то разъезжается. Может быть, к этому есть предпосылки, когда взрослые дети. Но тогда десятка чаш – это как вы, да, ваша новая история. Может быть, если вы в паре, значит, это как вы совершенно в другом качестве останетесь. Потому что, ну, конфликты отцов и детей, они тоже присутствуют, иногда с родственниками, иногда именно какие-то жилищные проблемы тоже нам не дают быть счастливым, ведь это тоже присутствует. Но вот то, что вы приложили какие-то усилия к этому, то, что вы движетесь в этом направлении, а по первому ряду это совершенно точно, люди активные проходят, причем которые не теряют оптимизма даже в очень сложные периоды жизни, когда вообще ничего не понятно. Стойки, это на самом деле, в очередной раз повторяюсь. Значит, вы уже знаете, как легче будет на душе. Вы, наконец, вспомните, что, может быть, даже вы с вашим супругом, не просто мама и папа, там, дедушка и бабушка, может быть, и так, да, а что вы именно можете посвятить свободное время какое-то друг другу. Хотя для тех, кто один или одна, это действительно выход из одиночества и возможность быть в паре, мои дорогие. И может быть вот как раз этот человек, куда вы там собираетесь, мир. Как будто нет вот этих ограничений. Они падают, сомнения вот эти. Это тоже, понимаете, уходит. Да, тут мы должны решиться. Вот понимаете, если мы не решимся на какой-то первый шаг, если мы упустим возможность, тогда мы можем остаться только лишь в мыслях собственных. А тут ведь это нужно перевести в реальность. Поэтому, наверное, дорогу осилит идущий. Но тут, правда, с учетом аркана мир, кто идет в вашу жизнь. Это могут быть те люди, которые, знаете, может быть, даже говорят на других языках. Другая культура, другой менталитет, кто идет в вашу жизнь. Смотрите, вы можете столкнуться с теми людьми, которые как будто живут в других рамках, или вот о менталитете, или о том, что принято в обществе. Четверка пентаклей, ведь это карта жадины. И это тот человек, который все сохраняет. Да, это, кстати, карта ревности иногда. Карта может свидетельствовать о том, что если вы где-то, да, впереди у нас, с одной стороны, полярные вообще карты получились. Мир – это как весь мир перед вами.
Только ты делаешь выбор. Но, видимо, есть риск вот так вот подзастрять. И 8 мечей – это карта искаженного восприятия. У нас девушка что видит в зеркале? Как будто она путами окутана и словно не видит даже проблеска какого-то. Но у нее нам показано, что закрыты глаза, поскольку повязка. И руки, ей кажется, тоже скованы. Но настоящий прообраз. Спокойно сидит девушка, как, может быть, на кресле, может быть, ну, в каком-то пространстве. И это ничто не говорит о том, что на самом деле это как зеркало олицетворяет ее нынешнее состояние. Но ей-то кажется именно так. Она боится, вот если мы соединим вот эти две карты, это именно страшно. Страшно потерять то немногое, что я имею. Поэтому, вот, понимаете, тут какой-то сложный выбор у вас будет стоять. И по 8 чаш мы делаем этот выбор. Когда мы ищем информацию, мы ее находим. Когда мы пытаемся и решение принять, и решимость опять проявить, у нас это получается. Когда мы уходим как от искусственного очага к натуральному, к солнцу, дорога к солнцу. Но это искусство первых шагов, мои дорогие. Для кого-то из вас, правда, решиться надо. Король чаш, кто идет в вашу жизнь. Тут не то, что кто идет, кто-то идет вместе с вами, я бы даже так сказала. И поэтому у кого-то переезд в паре. Переезд, может быть, по королю чаш это у нас и родные идут, родственники иногда, супруги мои дорогие. Может быть, это вам вот нужна именно какая-то семейная тема, правда, не исключаю. Или есть такой человек, может быть, на расстоянии. Война многих разбросала, причем в разных странах это есть, тоже присутствует. Может быть, это какая-то иная ситуация была, когда один человек куда-то отправился, потому что так вот вынужден был, а семья осталась где-то в другом месте. И, знаете, тут может быть такое значение, что так будут разворачиваться события, что вы потом себе скажете спасибо, что вот когда-то, да, вот этот сложный путь, как по первому ряду, вы тем не менее прошли. Потому что вы узнаете что-то, как башня, это всегда как ломка структуры, в первую очередь. Башня ведь это именно, ну, какая-то последовательность или система. Вот это будет меняться. Тут много будет таких перемен, но вы-то имеете преимущество, потому что вы как будто об этом уже думали. Вы уже к этому где-то себя адаптировали, потому что именно у вас был уже этот сложный период, а кому-то его еще предстоит только пройти, поверьте. И поэтому вы в выигрышной позиции, потому что вы знаете теперь уже, что делать. Вы не теряетесь. Может быть, мои дорогие, для кого-то из вас вы едете в одно место, правда? А потом вам придется еще куда-то перемещаться. Примите это к сведению. Но я должна сказать, король чаш, вы не будете одни. Предыдущая у нас тоже карта говорила о том, что семья, да, или какая-то стабилизация. А здесь конкретный есть человек, который тоже, как и вы, наделен эмпатией, может быть, буквально вас любит. Может быть, это тот человек, который готов протянуть руку помощи. Есть такое, оно тоже присутствует. Может быть, даже это тот человек, с которым у вас будет просто сотрудничество. Все же, ну, карта не говорит, кто это будет конкретно. Но хотя, если мы на гороскопы, это рыба, рак, скорпион или асцендент. Мы, ну, если просто, да, король чаш, кто знает, может быть, это вот такой человек, с которым вы в ближайшее время где-то будете не просто контактировать. Я тут вижу, вы будете вместе строить планы, и, возможно, даже кто-то вместе поедет. Давайте мы узнаем, что идет на ваш порог. Какое-то решение, мои дорогие, это точно. Ваша позиция. Вы смотрите, вы будете определяться, от чего вы откажетесь. И это нужно будет сделать как будто в один какой-то момент. И что вы будете продолжать. И вот выбор этот, опять же, сделать будет непросто. Вас
но по пятерке мечей нас не поддерживает, поэтому с вами могут спорить. Готовьтесь к тому, что с вами могут не соглашаться. И вот именно из-за этого вам и сложно делать последующий шаг. Что идет на ваш порог? Император. Конечно, по аркану император у нас идут согласования. Согласования, как и в структурах, в официальных органах, с представителями, может быть, власти или с представителями закона. Сам по себе просто документ оформления. Может быть, это и есть конкретный человек. Император – это у нас Овен, да, будем говорить, или имеющий асцендент. Но чаще всего это прообраз того человека, человека-системы или начальника, руководителя, какое-то ответственное лицо. Ну, может быть, и дома у кого-то тоже такой император. Конечно, мы часто говорим император – это как прообраз той персоны, которая говорит, есть два мнения, мое и неправильное. Да, не всегда просто общаться с такими людьми. Но в идеале ведь это тот человек, который наделен не только властью, но и мудростью. Вот и дай Бог, чтобы для каждого из нас именно был человек, который и ресурсы есть. Ну, наверное, мудрость это тоже присутствует. И самое главное, наверное, доброта. Хотя об императоре мы так сказать не можем. Все-таки он более хладнокровно мыслит. Поэтому здесь у каждого по-своему как-то проиграется. Но мы спросили на пороге, каких, да, событий вы стоите, что идет в вашу жизнь. Поэтому как что, это может быть действительно какое-то учреждение, согласование, бумаги, документы. И пока вы, может быть, ходите по этим инстанциям, вы что-то хотите или нужно осуществить, поверьте, вы столкнетесь с разными людьми. Вы столкнетесь, может быть, даже и ваши где-то знакомые, друзья, когда узнают о вашем решении, вас тоже могут отговаривать. Но, наверное, тут нам отчасти королева жезлов говорит, ты вообще на всякий случай о себе много не рассказывай, что в твоей жизни происходит. Черный кот возле ног королевы как раз об этом. Она умеет хранить тайны, и свои, и чужие. И правильно работать с информацией и распоряжаться деньгами – тут, правда, как и через контакты, так и финансы будут нужны, кстати. Я такое могу предположить, чтобы решить даже какие-то документальные, может быть, вопросы. Может быть, знаете, как заплатить за какой-то документ. Вот обратите внимание, много деловых карт. А тройка жезлов – это карта будущего. Что идет в вашу жизнь? Ну, вот смотрите, как будто многим из вас, правда, вопросы о переезде. Поэтому, если вы куда-то, вот кому это откликается, да, вы куда-то перемещаетесь на одно место, допустим, вполне вероятно, вы потом это переиграете, перестроите или захотите еще куда-то переехать. Десятка чаш, башня и девятка пентаклей. Да, денежные вопросы будут на повестке. Ну, может быть, и до конца января, до февраля. Потому что тут явно есть какая-то финансовая составляющая у тех вопросов, которые вам неизбежно придется решать. Ведь башня, по сути дела, это трансформация. Вы проходите трансформацию. Может быть, для кого-то банально переезд, который требует, понятно, и финансов тоже. Или оформление каких-то документов. Для тех, кто оформляет документы, мои дорогие, проверяйте все предельно внимательно и разными шрифтами. Или если это как продажа и купля, тут вообще будьте внимательны, потому что на ретро-уране, ну, так сложновато, будем говорить, что-то делать. Если уж так вот траты такие, да, как покупка жилья осуществлять, то, пожалуй, это лучшее время уже как минимум, когда после 4 февраля. Но это мое личное мнение, можно не соглашаться. Потому что на ретро, да тем более на ретро-уране, мы знаем, что уран все ломает. Он не ломает то, что для нас полезно и, может быть, и должно быть продолжено. Уран ломает наше восприятие, наше понимание какое-то о жизни, наши какие-то шаблоны, стереотипы. Вот тут он мастер, он все перекрушит, переломает. Он нас таким образом перестраивает, а нам болезненно. И почему очень часто и проходят какие-то, мы словно чувствуем вот эту башню, да,
когда все разрушено. Был порядок, нет его. И как теперь? И куда теперь? И каким образом? И с кем, может быть, да? Когда мы остаемся сами по себе. И что хочешь, то и делай. Но, тем не менее, у вас выстраивается сильная позиция, с одной стороны, благодаря вашему мужеству, а с другой стороны, наверное, умению идти вперед. И пусть это не будет какими-то большими семимильными шагами, пусть это будет аккуратненькая такая тропинка мелкими шажками. Но самое главное, чтобы не было застоя какого-то, понимаете? Решаться вам придется. И, может быть, сначала на какой-то мелкий шаг, да, когда вот как эта четверка кубков, надо же решиться, да, увидеть вот эту возможность. Как я говорила, надо будет в какой-то момент перекроить свои планы, перестроить. Это совершенно необходимо, потому что, с одной стороны, это как возможность нам дает судьба, а с другой стороны, карта колесницы «Не потеряй времени» нам тоже об этом говорит. Иначе завтра такого подходящего момента не будет. Но тут для кого-то из вас вообще, знаете, как само по себе качество жизни. Вот то, что мы понимаем, благополучие. Наверное, то, к чему вы идете. Все-таки вы его, ну пусть, конечно, не достигнете за такой короткий срок. Будем реалистами. Но то, что вы, мои дорогие, ну где-то к концу, может быть, февраля, к апрелю, вы точно с чем-то определитесь. Или подпишите важные документы. Ну, может быть, кто-то и быстрее, но, тем не менее, так вот, если с планетарными транзитами, то это может быть как-то так. Давайте мы узнаем, какие неожиданности вы можете встретить. По аркану императрица, это вы изменитесь так, что, возможно, оглянувшись назад через какое-то продолжительное количество времени, продолжительное, я имею в виду, может быть, в течение 26-го года, вот так же через год, вы оглянетесь назад и поймете, что столько поменялось, и я уже другая, или я другой. Но будем говорить, для кого-то из вас какие неожиданности. Для кого-то из вас это свидетельство, мои дорогие девочки, что вы ждете ребенка. Иногда об этом говорит карта. Потому что плодовита императрица буквально, но также и аллегорически на новые планы, проекты. Это карта, опять же, благополучия, благосостояния. И карта того человека, который надеется сам на себя. Надейся сам на себя. Ваша сила возрастает, когда вы преодолеваете, ну, вот шаг за шагом те, может быть, и препоны, может быть, и я не имею в виду, что вы буквально через что-то перепрыгиваете. Я бы сказала, осторожно переступаете. Все-таки аркан Луна и отшельник. Тут аккуратные какие-то действия. Но вы за это время, вы сами меняетесь. Меняется качество вашей жизни. Какие еще неожиданности, мои дорогие? Мужчина может быть важная женщина в вашей жизни. Она может быть кем угодно. Любимая женщина, ваша мама, руководитель какого-нибудь проекта. А по десятке жезлов действительно, особенно в этой колоде, мы как будто уезжаем от того места, где мы себя не можем никак проявить, где мы уже как будто все, что могли, мы действительно сделали. Вот завершаем, была девятка жезлов, а здесь уже десятка. Надо в чем-то ставить точку. Я уже как будто устал или устала. В неожиданностях возрастает ваша сила. Вы смотрите, если до этого слово «дипломатия» было такое для вас, обтекаемое, непонятное, теперь вы понимаете, что мне нужно уметь договариваться, может быть, и так. Или когда вас в течение определенного периода, как разные житейские ситуации будут словно заставлять промолчать, мои дорогие. Вот действительно, тут может быть все-таки у нас карта мир, худой мир, лучше доброй ссоры. Королева жезлов, когда я говорила, умеет хранить тайны о себе и о чужих, и поэтому ей больше доверяют, а стало быть, у нее больше информации. Но, видимо, вот такой, как будто императрица. Вот давайте подытожим. Вот так интересно, старшие арканы выпадают именно в позиции неожиданность. Так вот, как будто императрице было необходимо пройти какой-то путь очень сложный.
Но вот он теперь завершается для того, чтобы многократно усилить именно собственные возможности и чувство собственного достоинства. Когда учимся себя не только уважать, учимся себя любить, о себе заботиться, вообще меняется на самом деле ваше качество жизни. Видимо, для этого, посмотрите, как у нас вот здесь выпадало вот так, вот такой у нас триплет, да, обратите внимание. Справедливость и колесница, а посередине как будто мы не решались, да? А тут нам как по судьбе, да еще и скорость, добавляя нам словно ветра в спину, чтобы мы куда-то поторопились. И здесь у нас заканчивается вообще волшебным триплетом. Да, мы выходим из разочарования, от того, что мы устали, от какого-то повторявшегося, может быть, много раз сценария, как по Хирону у Овни. И императрица как будто удваивает, утраивает собственную силу. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, читайте мои публикации, я оставлю ссылки в описании под видео на разные статьи. Там есть и гороскопы планетарные, там есть и статьи по психологии. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.